Всем привет! Сегодня готовим популярнейший рецепт азиатской кухни. Это свинина с невероятно хрустящей корочкой. Сейчас я разрежу мясо. Друзья, вы слышите? И обычно мясо нарезают вот такими кусочками. Упс! Посмотрите, как это классно, как хрустит. Посмотрите, это вообще что-то невероятное. Вы видите прожилочки, мясо, жир и вот эта хрустящая корочка. Вы видите, какая у нее структура и как пахнет это мясо, вы себе не представляете. Вот я сейчас стою, у меня реально текут слюнки, потому что так хочется съесть кусочек этого мяса. И сегодня я расскажу все секреты приготовления этого замечательного, вкуснейшего мяса, чтобы вы услышали именно этот замечательный хруст. Это блюдо замечательно подходит к праздничному столу. Приготовьте его один раз и будете готовить постоянно. Уверена, ваши мужчины будут в восторге от этого хрустящего мяса. И для того, чтобы приготовить это очень вкусное хрустящее мясо, мне понадобится вот такой очень классный кусок грудинки. Причем грудинки именно с кожей. Мы ходили в магазин, и нам специально выбрали вот такую красивую грудинку. Видите, здесь идет прослойка жира, мяса, опять-таки жира. Во Вьетнаме это мясо даже и называют тит барой, то есть это значит 3 разных идет слоя мяса. Вообще, конечно, вот эта грудинка хрустящая, она настолько популярна в Азии, что вы себе просто не представляете. И у меня здесь вот такой замечательный кусок грудинки весом примерно 2 килограмма 400 граммов. Сейчас я помою руки и расскажу дальше о специях. И, конечно, для того, чтобы замариновать это мясо, понадобятся особые специи. Вот одна из таких особых специй, приправ вернее, это приправа, которая называется 5 запахов. Именно ее очень широко применяют в Азии при мариновании вот такого мяса, а также приготовлении других различных блюд. Почему эта приправа 5 запахов? Потому что здесь именно соединены вот эти все специи, которые и дают сумасшедший аромат. Это анис, кумин, кардамон, корица и кориандр. В общем, набор очень хороший. Поэтому, если вы не сможете купить, не сможете достать такую приправу, хотя, мне кажется, она уже довольно широко продается везде, хотя бывают какие-то немножечко отклонения от того, какой состав здесь, вы прекрасно сможете заменить этими специями, взяв их в равных долях. И у вас получится примерно такой же состав этой приправы. Также мне понадобится, кстати, этой приправы я буду брать примерно 2 чайные ложки. Еще мне понадобится сушеный чеснок 1,5 чайные ложки, сушеный лук тоже 1,5 чайные ложки, сахар 4 чайные ложки, соль примерно 2 чайные ложки. Конечно, соль корректируйте по вкусу. Черный перец 1 чайная ложка, тоже корректируйте по вкусу. Для того, чтобы соединить все эти специи вместе, я буду использовать 1 столовую ложку растительного масла и также в маринад буду добавлять 2 столовые ложки рисового вина сладкого мирин. В принципе, этот ингредиент можно вполне пропустить. Уже наши приправы соединятся при помощи растительного масла. Но, конечно, мирин придаст еще такой тоже особый аромат этому маринаду. И для того, чтобы отдельно замариновать кожу, чтобы она получилась вот такой очень хрустящей, мне понадобится рисовый уксус, примерно 2 столовые ложки. Можно заменить яблочным уксусом. И понадобится соль, примерно 2 чайные ложки. И это все, что нужно для того, чтобы приготовить это чудесное хрустящее мясо. Друзья, посмотрите поближе, какой у меня кусок мяса. Видите, у меня даже в магазине вот здесь вырезала продавец косточки, ребрышки. И вот такая кожа. Теперь
очень важный момент. Конечно, мясо надо хорошо подготовить, почистить кожу, чтобы она была чистая, помыть хорошо. Я мясо помыла и слегка обсушила. Почему слегка? Потому что я сейчас кожу еще буду обваривать кипятком. Итак, посмотрите, вот у меня поднос. Я сюда, он не глубокий. Я сюда наливаю кипяток, крутой кипяток. И в этот кипяток я выкладываю аккуратно мясо кожей вниз. Мне надо слегка обварить кожу, слегка. Само мясо мне совершенно не надо обливать кипятком. Вот так вот у меня мясо чуть-чуть полежит в этом кипятке, буквально минуту. Мясо у меня немного полежало в кипятке, и я его достаю. Теперь очень важный момент. Мясо надо хорошо обсушить. Сверху я его, в принципе, сильно и ничего не намочила. Самое главное, хорошо обсушить кожу. Она должна быть абсолютно сухая. Сейчас я беру бамбуковую шпажку. Она очень острая. Можно это делать и толстой такой иголкой, цыганкой. И накалываю кожу. Густо ее хорошо прокалываю. Также можно вот накалывать кожу, это такая типа шила. В общем, надо хорошо проколоть кожу, чтобы были вот так вот везде дырочки. Конечно, я так понимаю, шпажки бамбуковые не у всех есть дома, но шила или такая толстая иголка наверняка есть у многих. Переворачиваем мясо. И теперь его надо надрезать, чтобы хорошо маринад проходил именно во все мясо. Толщина каждого надреза примерно около 3-4 сантиметров. Прорезаю мясо не до конца. Здесь у меня еще хрящик идет, поэтому надо аккуратненько прорезать. Прорезаю по всей длине. Посмотрите, вот у меня получается такой глубокий надрез, но не до конца. Видите, вот я оставила. Также отступаю 3-4 сантиметра, делаю еще один надрез. Посмотрите в итоге, что у меня получилось. Мясо вот я разрезала на такие 4 куска. Перекладываю его на поднос. Поднос я застелила бумажными полотенцами, для того, чтобы кожа все время оставалась сухой. На кожу не должен попасть маринад, которым мы маринуем мясо. И сейчас приготовим маринад для мяса. Посмотрите, вот так у меня выглядит приправа 5 запахов. Ее я беру 2 чайные ложки с такой хорошей горкой. Как она пахнет, просто великолепно. Добавляю сушеный чеснок и сушеный лук. Добавляю 2 чайные ложки соли, 4 чайные ложки сахара. Вообще, вы знаете, сколько мне пришлось побегать, чтобы узнать настоящий рецепт этого мяса здесь, во Вьетнаме. Никто не хочет выдавать секреты, но, проведя допрос с пристрастием, мы узнали секрет приготовления этого мяса. Добавляю сюда растительное масло. Добавляю еще черный перец. Именно очень здорово свежемолотый черный перец. Он дает совершенно другой аромат. И добавляю 2 столовые ложки вина. В принципе, можно вино, вот это мирин, заменить просто сладким вином, десертным. Перемешиваю. И первый маринад у нас уже готов. Получилась вот такая кашица. И сейчас, конечно, будем втирать маринад в мясо. И хорошенечко втираю. Обязательно вот здесь вот в разрезы, чтобы все мясо хорошо промариновалось. Боковинки хорошо смазываем. Посмотрите, вот так вот равномерно везде распределили маринад и прямо немножечко
Мясо помассируйте, чтобы оно, конечно, хорошо вобрало в себя все эти специи. Красота. Просто невероятная красота получается. Теперь я аккуратно поднимаю мясо. Стараюсь, чтобы кожу не притронуться к ней руками. Убираю салфетку и выкладываю мясо кожей вверх. Сейчас берем салфетку, и если где-то попал маринад или кожа чуть-чуть стала влажная, обязательно хорошо все вытираем. Кожа должна быть абсолютно чистая и сухая. Это один из тех секретов, которые во Вьетнаме вьетнамцы никак не хотели рассказывать. Это очень важно, чтобы кожа была полностью сухая. Сейчас в пиалку я наливаю уксус. Ну сколько? 1 столовая ложка, в принципе, сколько там надо. И смазываю мясо уксусом, именно кожу. Хорошо промазала уксусом кожу. И теперь сверху высыпаю соль. 2 чайные ложки. И хорошо втираю соль в кожу. Вот таким образом. И все. Мясо у нас замариновано. Теперь самое главное. Надо дать ему время хорошо промариноваться. И чтобы кожа, когда она будет мариноваться, полностью высохла вместе вот с солью и уксусом. Сейчас мясо я отправляю в холодильник минимум на 12 часов. Еще лучше, если мясо постоит сутки. Оно будет еще вкуснее. И мясо при этом я ничем не накрываю. Вот оно должно стоять именно в таком виде. На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: блюдо Easy Cook и название блюда. Или любое слово по теме рецепта. У меня прошла ночь. Мясо прекрасно промариновалось. И вы знаете, я его заранее достала из холодильника за 1 час, чтобы мясо прогрелось перед тем, как отправлять его запекаться в духовку. Аромат стоит просто невероятный. И также я подготовила противень, застелила его фольгой, для того, чтобы противень, конечно, не запачкался. Сверху устанавливаю решетку. Посмотрите ближе, какое мясо сейчас получается. Видите, оно как будто немного стянулось. Шкура полностью сухая. Сейчас мясо аккуратно, не запачкав кожу маринадом, переношу на решетку. Сейчас в противень я наливаю горячую воду. Аккуратно, чтобы не обжечься. И отправляю мясо в хорошо разогретую до 210-220 градусов духовку. У меня включен верх и низ. И ставлю противень на средний уровень. Выпекаю таким образом примерно 40 минут. Затем противень я ставлю на верхний уровень и запекаю мясо еще 15-20 минут. Именно для образования вот этой хрустящей корочки. Конечно, время запекания зависит от вашей духовки и от толщины куска мяса. Мясо я достала из духовки. И вы только послушайте этот хруст. Это вообще что-то невероятное, как оно пахнет. Друзья, конечно, мясо у меня получилось просто невероятное. Я вам сразу скажу, потому что я уже его попробовала. И очень многие вьетнамцы говорят, что я готовлю вот эту свинину с хрустящей корочкой намного лучше, чем они. И я сейчас пробую. И вы послушайте этот хруст. Друзья, это не мясо, это просто бомба. Недаром это блюдо настолько популярно в Азии. Я всем рекомендую, приготовьте его и попробуйте. И вы убедитесь в этом сами, какое оно ароматное. И, конечно, самое вкусное в этом мясе – это именно хрустящая курочка. Если вы будете готовить по моему рецепту, я вас уверяю, у вас получится именно такая хрустящая курочка. И самое главное, эта корочка будет хрустеть. И даже когда мясо уже полностью остынет,
очень долго. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!